Мир под ударом стихии и техногенных катастроф. Приветствую, вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске беспрецедентная атака на Туапсе, нефтеперерабатывающий завод в огне, трагедия в небе над Южным Суданом и смертоносная лавина в Бурятии. Но пока одни борются за жизнь, в США тысячи раков захватили автомагистраль, а небо над Миссури превратилось в кадры из фильма об апокалипсисе. О главных событиях к этому часу прямо сейчас. Туапсе столкнулся с третьей за последние 2 недели атакой беспилотников, которая стала одной из самых мощных за весь период наблюдений. Очевидцы сообщают о беспрецедентном количестве взрывов и их силе. Основной целью новой атаки стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, где в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар. Ситуация в городе быстро приобрела серьезный характер. Из-за близости огня к жилым кварталам началась эвакуация населения из опасных зон. Экологическая обстановка в Туапсе резко ухудшилась. Плотная завеса из дыма и сажи накрыла город. О масштабах бедствия можно судить потому, что гигантские столбы дыма были отчетливо видны даже из Краснодара. Жители высоток сообщали о клубах черного дыма, растянувшихся на 100 километров к востоку от места происшествия. Кроме того, пожар спровоцировал серьезные инфраструктурные проблемы. Около 30 улиц Туапсе остались без централизованного водоснабжения. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям не покидать свои дома без крайней необходимости и полностью отказаться от курения на открытом воздухе. Образовательная система города переведена в особый режим. Занятия в школах отменены, а в детских садах функционируют исключительно дежурные группы. Экстренные службы не прекращают попытки стабилизировать обстановку в городе. На межштатной автомагистрали в штате Луизиана грузовик, перевозивший тысячи живых раков, перевернулся прямо посреди проезжей части, в результате чего около 700 килограммов раков воспользовались внезапным шансом выбраться на свободу и начали активно расползаться во все стороны, стремясь добраться до ближайших обочин и газонов. Власти были вынуждены временно перекрыть участок шоссе, чтобы обезопасить граждан и очистить дорогу от остатков груза и высыпавшихся пакетов с приправами. Для значительной части раков этот день стал неожиданным поворотом в судьбе, позволившим сменить кастрюлю на придорожную траву и свободу. Крупный пожар, вспыхнувший во вторник на строящемся жилом комплексе на севере Москвы, привел к гибели 7 человек и госпитализации 13 пострадавших. Трагедия произошла в районе Аэропорт, где возводилось многоэтажное здание. Огонь стремительно распространился на площади более 1400 квадратных метров, охватив 2-й и 3-й этажи. Сообщается, что средняя часть строящегося объекта выгорела практически полностью. На момент начала возгорания внутри могли находиться около 200 рабочих. В ходе спасательной операции эвакуировали 71 человека и спасли из очага огня 31 пострадавшего. Пожару изначально был присвоен максимальный 5-й уровень сложности. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении безопасности при ведении строительных работ. Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Жители города Империал в штате Миссури наблюдали в небе облака Маматусы. Это необычное зрелище возникло на закате сразу после того, как через регион прошла мощная суперячейковая гроза, сопровождавшаяся предупреждением о торнадо. Маматусы представляют собой специфическую форму облаков, основание которых имеет ячеистый или сумчатый вид. Они образуются в результате сильных нисходящих потоков холодного воздуха внутри грозового облака. Метеорологи подчеркивают, что хотя сами по себе такие облака не представляют опасности, они служат индикатором крайне нестабильной атмосферы и обычно появляются на окраинах уходящего грозового фронта. В иракском городе Киркук вышедший из-под контроля грузовик, перевозящий цемент, спровоцировал массовое ДТП с участием 35 автомобилей. В результате инцидента погибли 7 человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Удар был такой силы, что несколько легковых автомобилей оказались полностью раздавлены, а в некоторых из них вспыхнули пожары.
Свидетели происшествия отмечают, что грузовик сносил все на своем пути и остановился только после того, как перевернулся. На месте происшествия в течение нескольких часов спасатели извлекали пострадавших из искореженных автомобилей. Предварительной причиной ДТП полиция называет отказ тормозной системы и превышение скорости, однако расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства случившегося и степень ответственности водителя. На руднике Иракинда в Муйском районе Бурятии 28 апреля в результате схода лавины погибли 6 рабочих, занимавшихся расчисткой дороги, ведущей к штольне. Группа из 9 сотрудников предприятия занималась устранением последствий предыдущего схода снега, случившегося 24 апреля. Тогда под завалом оказались 2 рабочих, которые выжили, но получили тяжелые травмы. Повторный сход снежной массы оказался значительно мощнее, лавина накрыла всю рабочую группу. 3 мужчин смогли выбраться из-под снега самостоятельно в первые минуты после происшествия. Остальные 6 человек оказались погребены под многометровым слоем снега. К сожалению, спасти никого из оставшихся под снегом не удалось. Их тела извлекли на поверхность спасатели в ходе поисково-спасательной операции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Расследование находится на особом контроле прокуратуры. Сирия оказалась во власти мощного штормового фронта, который привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в нескольких провинциях. Наиболее серьезная ситуация сложилась в сельской местности провинции Хомс и прилегающих районах, где интенсивные ливни, крупный град диаметром до 5 сантиметров и шквалистый ветер вызвали внезапные наводнения, оползни и повредили постройки. В районе Ум-Джаме под натиском поднявшейся воды обрушился мост и затопило жилые дома, что привело к экстренной эвакуации местных жителей. Потоки грязи и камней заблокировали старую трассу Дамаск-Хомс. Стихия нанесла тяжелый удар и по аграрному сектору. В Хомсе и соседней Хаме уничтожены обширные площади посевов. В восточных районах страны обильные осадки привели к обрушению глинобитных построек в деревне Аль-Харден, из-за чего погибло 4 детей. Министерство сельского хозяйства Сирии уже заявило о катастрофическом ущербе для урожая этого года. Южные провинции Пакистана столкнулись с резким изменением погоды. На смену аномальной жаре пришли мощные грозы и сильный ветер. Основной удар стихии пришелся на провинцию Синд и приграничные районы Белуджистана, где столкновение воздушных масс привело к возникновению сильных штормов. В эпицентре непогоды оказались округа Джаферабада и Джейкобабада, а также их окрестности. В результате падения деревьев, обрушения ветхих стен и срыва кровли, травмы различной степени тяжести получили не менее 9 человек. Шторм привел также к обрыву линий электропередачи, в результате чего десятки населенных пунктов остались без электроснабжения. Сильные ливни, сопровождавшие грозу, стали причиной локальных подтоплений городских улиц и сельскохозяйственных угодий. Метеорологи предупреждают о возможности повторного появления грозовых очагов в регионе в ближайшие дни. Штаты Кедах и Негери-Сембилан в Малайзии пострадали от сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями и шквалистым ветром. По данным Департамента образования штата Кедах, повреждения различной степени тяжести получили 11 школ в 3 округах. Одним из наиболее пострадавших объектов стал колледж, где сильные порывы ветра серьезно повредили административный блок. В округе Пенденг шторм затронул несколько населенных пунктов. Во многих деревнях поваленные деревья заблокировали дороги и повредили линии электропередач. Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о серьезных травмах среди населения не поступало. В качестве экстренной меры 600 учеников перевели на дистанционное обучение до конца апреля. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии, метеорологи, в свою очередь, предупреждают о сохранении нестабильных погодных условий в регионе.
В Южном Судане произошла авиакатастрофа. Легкомоторный пассажирский самолет Cessna 208 «Караван», принадлежащий авиакомпании CityLink Aviation, выполнял внутренний рейс из города Еи в столицу страны Джубу. Однако уже через 28-30 минут после вылета связь с экипажем была полностью потеряна. Обломки самолета были обнаружены в районе Лури, примерно в 20 километрах к юго-западу от международного аэропорта Джубы. По данным Управления гражданской авиации Южного Судана, на борту находились 13 пассажиров и 1 пилот. В результате падения никто не выжил. Предварительное расследование указывает на то, что причиной трагедии могли стать крайне неблагоприятные погодные условия. Плотный туман и грозовой фронт привели к критическому снижению видимости на подлете к столице. Власти уже направили на место крушения следственную группу для детального изучения обстоятельств инцидента и извлечения бортовых самописцев. В промышленной зоне города Сунгай-Булох в штате Селангор произошел сильный пожар, практически полностью уничтоживший завод по сборке электрических мотоциклов. Пламя стремительно распространилось по производственному объекту площадью около 2800 квадратных метров, в результате чего несущие конструкции здания были разрушены более чем на 80%. Несмотря на высокую интенсивность горения, оперативным службам удалось локализовать огонь и предотвратить его переброску на соседние промышленные склады. Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших. Персонал заблаговременно покинул территорию предприятия. В настоящее время эксперты пожарно-технической лаборатории выясняют точные причины возгорания. В самом сердце французской столицы, буквально в нескольких шагах от входа в Лувр, рой пчел облепил заднее колесо и пространство под седлом велосипеда. Насекомые действовали настолько стремительно, что владелец транспортного средства, отлучившийся по делам, по возвращении обнаружил свою собственность полностью скрытой под копошащейся массой насекомых. Для разрешения ситуации вызвали профессионального пчеловода, который объяснил, что такое поведение характерно для периода роения. Вся операция по эвакуации насекомых прошла успешно, и вскоре они были вывезены за пределы города. Китай перевел свою амбициозную программу по борьбе с опустыниванием на новый этап, начав массовое внедрение инновационной технологии стабилизации песков с помощью биоразлагаемых материалов. В этом году власти масштабируют успешные результаты испытаний последних лет. Основой метода стали специальные мешки из экологически чистого биоразлагаемого пластика, которые заполняются местным грунтом и укладываются на поверхность кочующих дюн в шахматном порядке. Эта структура создает механический барьер, который сильно снижает скорость приземного ветра и блокирует перемещение песка. В этих зонах задерживается атмосферная влага и семена дикорастущих трав. Как только поверхность дюны стабилизируется, экологи высаживают в ячейки засухоустойчивые травы и кустарники с глубокой корневой системой. По мере того, как растительность разрастается и берет на себя роль естественного щита, полимерные мешки постепенно разлагаются, превращаясь в часть экосистемы. Это позволяет Китаю не просто удерживать пески, но и возвращать в экономический оборот тысячи гектаров ранее непригодных земель. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.